Ох уж это лето! Наконец-таки мы его дождались. Море, пиво, веселье и, конечно же, начало сезона уличных аттракционов, которые многие называют лохотронами. Отчасти так оно и есть, но в некоторых можно и выиграть, если знать их секрет. Пьяный велосипед, или как его еще называют, дикий велосипед. Весь секрет заключается в двух шестеренках, установленных в рулевой системе. Мы руль поворачиваем влево, а колесо получается вправо. Само собой, чем вы больше ездите на обычном велосипеде, тем сложнее будет переучиваться на пьяный, скажется мышечная память. Как правило, необходимо проехать от 3 до 10 метров. Но без подготовки ни один человек не сможет проехать и 1 метра. Многие пытаются посильнее оттолкнуться на старте, чтобы не использовать педали, но это особо не поможет, так как тело все равно наклоняется, и человек инстинктивно начинает помогать рулем, тем самым моментально заваливаясь на бок. Вердикт: чтобы проехать 10 метров, нужно собрать такой велосипед у себя в гараже, и тренировка 2 дня. Пьяный турник, он же вращающийся турник. Ваша задача – повисеть на нем 2 минуты, и приз в вашем кармане. Секрет заключается в том, что перекладина установлена на 2 подшипниках, тем самым она очень легко вращается. В итоге вся нагрузка идет не на руки, а на пальцы. И не секрет, что это далеко не самые сильные мышцы в нашем теле. Если вы не скалолаз, то легко даются только первые 10 секунд. Дальше начинается не менее пальцев, и прощай приз. Многие улыбаются, мол, надо взяться за турник разохватом, и это действительно поможет, но уверяю вас, правилами аттракциона это будет запрещено. Вердикт: сначала подкачать изгибатели кисти, изгибатели пальцев. Нужна невероятная цепкость пальцев с суперсильным хватом. Пьяное бревно, оно же неудержимое бревно. Суть проста, просто держать бревно на ручке в течение 3 минут, вес которого составляет около 20 кг. Нет ничего проще. Но вся соль заключается, как и в прошлом случае, во вращающейся рукоятке. Она закреплена на подшипниках. Первая минута, если вы хоть немного времени уделяете спорту, дается достаточно легко, намного легче, чем с турникетом, но потом снова онемение пальцев и прощай денежки. Вердикт: опять же качайте пальцы. С большими бицепсами и накачанным прессом вы это бревно не удержите. Пьяная лестница, она же Маугли. Суть аттракциона – подняться по лестнице на 3-ю ступеньку и простоять там 3 секунды. Вообще элементарно. Но эта лестница закреплена всего в 2 точках. Одна наверху и одна внизу. И плюс к этому под наклоном. В итоге без подготовки на первой же ступеньке человек переворачивается, так как сохранить равновесие без подготовки просто невозможно. Вердикт как и с велосипедом. Делаем в гараже лестницу и тренировки в течение пару дней. Бутылка, она же бутылочка. Простейший по конструкции аттракцион. Их бывает 2 версии. Первая из них — бутылка шампанского лежит под небольшим наклоном, и ваша задача с помощью колечка на импровизированной удочке поставить бутылку на днище, но строго на наклоненной площадке. Чтобы бутылку поставить, нужно усвоить 2 момента. Первое. После начала подъема кольца бутылка неизбежно начнет скатываться к краю, и удочка необходимо передвинуть ее к центру площадки. Второе. Когда бутылка будет уже почти стоять, нужно удочкой сделать как можно больше острый угол, иначе колечко в самый последний момент попросту соскользнет с горлышка бутылки. Во второй версии бутылки зеленым змеем уже стоят, и ваша задача с помощью той же удочки, но уже с более маленьким кольцом, просто надеть его на горлышко бутылки. Надели, пойло ваше. Вердикт: практика и сноровка. Не обязательно в гараже, можно и дома в комнате. Шарики. Они же шарики-лопарики. Они же Monster Darts. Ваша цель — лопнуть шарики в деревянных ячейках при помощи дартса. Ячеек может быть разное количество. Если их 5 на 5, то по правилам обычно надо лопнуть 10 шаров. В чем подвох? Как видно, в центре их 9, а это значит, что хоть один, но обязательно придется лопнуть из крайнего ряда, что достаточно тяжело. Суть в том, что надо попасть в центр шара, иначе дартс попросту соскользнет с него, ведь их иголки, как правило, немножко затуплены. Если же ячеек больше, то тут в ход идет другая психология. Выиграть уже проще, но призы, как правило, настолько дешевые, что учредитель аттракциона в любом случае остается в выигрыше. Вердикт: просто купить дартс домой и набить руку, и относиться к шарикам-лопарикам как к небольшой забавной игре. Выиграть действительно что-то ценное, а тем более деньги, так нельзя. И напоследок, аттракцион Жужа. Тут от вас ничего не зависит, только удача. Хотя я бы это слово взял в кавычки. Суть такая: висят деревянные колечки, привязанные к веревочкам.
Дергаете за любой понравившийся, а нитка привязана к какому-то призу, игрушке или там побрякушке, которая в принципе и падает. Это ваш приз. Само собой, большой плюшевый медвежонок вам вряд ли упадет. Скорее всего, это будет копеечный брелок, хотя может упасть что-то и поценнее. Но надо отдать должное, что хоть мы в основном и теряем на этих аттракционах деньги, пусть и небольшие, но ведь это и создает то самое праздничное настроение. Это и есть та самая летняя пора, которую мы так ждем в зимние холода. Если понравилось, можете поставить лайк, и там рядом есть кнопочка подписаться, ее тоже можете нажать. Для нас это очень важно. Всем спасибо и пока.